Привет, друзья! Многие из вас, общаясь с алжирскими мужчинами, задаются вопросом: если переехать жить в Алжир, то чем там заниматься? В интернете вы, возможно, уже встречали информацию, когда пишут, что в Алжире женщине жить скучно, заняться нечем, разве что вопросами бытом. В этом видео расскажу о своих занятиях и о других возможных. И еще, друзья, пока я не забыла, пожалуйста, напишите в комментариях, на каком языке вам нравится смотреть видео, на русском или на украинском. До переезда в Алжир я как раз таки была из категории людей офисных. Я работала на телевидении репортером новостей, затем редактором новостей утренней программы и всегда пыталась находить еще дополнительный заработок, как написание статей на заказ, съемка рекламных роликов. Я тогда абсолютно не представляла свою жизнь без этого и была уверена, что, приехав в Алжир, обязательно буду продолжать работать по специальности, но удаленно. Например, писать об Алжире для разных изданий. Приехав в Алжир, меня все действительно удивляло, вдохновляло. Все вокруг было другим, контрастным, не таким, как жизнь в моей стране. И мне хотелось это показать другим. Я вышла сразу на известные онлайн-издания и предложила свои материалы. Взамен мне предложили на одной из платформ вести авторский блог. Но чем дольше я находилась в этой стране, тем больше меня поглощала местная жизнь, ограничения, и тем сложнее было двигаться именно в творческом направлении. Ведь развивать туристический блог о стране, находясь в основном дома, это, конечно, поражение. Почему находясь дома? Потому что муж работал, и днем он отсутствовал. Получается, что я его просто первое время ждала дома. Ну и занятия сама себе уже придумывала. Плюс я не знала местных языков, а это в основном арабский и французский. А без знания языка, ну что ты можешь узнать и о чем ты можешь рассказать? В общем, я начала думать... Находясь в Алжире, я начала думать над тем, чем бы себя занять, кроме домашней работы. Одним из занятий стало как раз-таки изучение языка. Так как арабский я немного изучала еще до встречи с мужем, то я решила продолжить начатое и начала ходить в несколько мечетей на уроки арабского языка. Мне очень нравилось. Вот это и будет пункт номер 1, чем заняться в Алжире: выучить языки, один из которых очень необычный. В Алжире вы можете заняться изучением французского, арабского и языков нацменьшинств. С французским по желанию, нацменьшинств по необходимости. Например, семья моего мужа родом из Тизи-Узу. Они разговаривают на языке тамазигт. Этот язык отличается от арабского и французского и от других языков, и даже имеет свой алфавит. Вот так он выглядит, интересно. Соответственно, если родственники говорят на этом языке, то вам будет легче, если вы выучите хотя бы разговорный, хотя бы немного. Кстати, тамазигт в Алжире понимают далеко не все алжирцы, но разговаривает на нем очень много людей. Так что, если вы выучите хотя бы немного, то это добавит вам большой плюс и удивит местных. И также вы можете изучать арабский язык, ведь выучив его, вы даже не представляете, сколько раз в жизни он вас выручит. Я лично арабский ходила изучать в несколько мечетей, это бесплатно. По желанию вы можете найти, конечно, и платные курсы с индивидуальным преподавателем. У меня, например, не было цели выучить язык быстрее, поэтому я ходила на занятия в мечеть. Причем, друзья, в разные классы. Одна группа детская, и я с ними, вторая пожилые люди, и я с ними. Меня это больше чем устраивало, потому что я хотела посмотреть, как себя ведут люди разных поколений, как общаются, как учатся и так далее. В группах, конечно же, я выделялась. Сами понимаете, школьники и я, пенсионеры и я. Но мне нравилось, это очень интересно. Только жаль, я не делала никаких фотографий, потому что на тот момент я не знала еще, как себя вести, как спросить, как договориться о съемке, потому что, особенно с пожилыми, мне было немножко сложно, потому что я чувствовала, что они не хотят, чтобы их фотографировали, потому что они не знают для чего, а объяснить я не могла, поэтому, в общем, тот период остался у меня без фотографий. Очень жаль, но даст Бог еще покажу. Даже если вы не останетесь жить в Алжире, арабский язык все равно в жизни вам понадобится. Перед вами откроются новые горизонты. Вы сами увидите, вы по-другому начнете мыслить, вы, возможно, будете учить других, кроете свое дело, а возможно, захотите получить еще одно образование. Второй пункт – это научиться вкусно готовить. Я вполне серьезно. Да, вы можете изначально поставить перед собой цель выучить алжирскую кухню. Вот с самого начала записывайте все рецепты, названия специй, советы,
Со временем у вас накопится достаточно много интересных рецептов, а главное вкусных. Даже если вы не останетесь жить в Алжире по какой-либо из причин, вы сможете использовать приобретенные знания и умения, чтобы зарабатывать. Например, открыть кафе. Поверьте, о вас узнают даже без дополнительной рекламы, ведь вкус и запах алжирской еды – это и есть реклама. Алжирская еда проста в приготовлении, а результат оставляет только просить добавки. Вы научитесь новым рецептам из давно знакомых продуктов. Еще научитесь готовить вкуснятину из оливок и также откроете для себя манку с неожиданной стороны. Тут из нее готовят вкуснейший хлеб и сладости. В общем, друзья, главное не ленитесь записывать рецепты. Третье. Чем заняться в Алжире? В Алжире можно найти хобби. Поскольку первое время вы, скорее всего, не будете ходить на работу, а возможно и в дальнейшем тоже, то у вас будет много свободного времени. Некоторые на это жалуются, мол, нечем заняться, скучно. А я уверена в том, что это время можно использовать с пользой для себя. Чем я занималась поначалу? Я училась рисовать. Мне хотелось научиться рисовать, чтобы переносить вот этот орнамент, например, на одежду или на посуду. Мне вообще нравится исламская тематика, поэтому я решила научиться рисовать. Вот это тоже было интересно. А еще выращивать растения, друзья, это даже для меня было удивительно, но в какой-то момент мне стало интересно. У меня выросли помидоры, мы даже их кушали, проросли финиковые косточки, гранат. Я даже планировала, что отдам вот эти все маленькие деревья, так скажем, чтобы наш арендодатель, чтобы он высадил у себя в саду. Затем я высадила зелень разную, тоже она проросла, все, мы покушали. Потом я ездила в Украину и с Украины привезла различные семена, огурцы даже привезла. Все проросло, расцвело, мужу понравилось, он меня поддержал. В итоге у нас получился такой мини-сад-огород на балконе, на нашей террасе. И родственники входили к нам отдохнуть и пить чай, кофе, просились даже, можно мы придем. Нравилось им. Вы также можете в Алжире вести личный блог. Независимо от того, вы будете жить в большом городе или в маленькой деревне, для вас все будет новым, и поверьте, будет о чем писать или что показать. Главное желание. И выучив язык, хотя бы разговорный, вы также можете превратить свое хобби в доход. Чему еще можно научиться в Алжире? Это лично мое мнение, что в Алжире можно научиться терпению и простой жизни. Несмотря на красивые картинки и рассказы, жизнь в Алжире, конечно, не из легких. А если вы попадете в бедную семью, то может быть даже сложной. Например, из-за отсутствия автомобиля вам придется передвигаться пешком по жаре, общественным транспортом или вообще чаще находиться дома. Это может вас затруднять, потому что вы, скорее всего, привыкли к свободе, к свободному передвижению, а не к тому, чтобы быть дома. Или трудностью может стать отсутствие отдельного жилья. Это очень частая такая распространенная ситуация, когда приходится жить с родителями, братьями, сестрами мужа и ютиться в тесной квартире. Сами понимаете, сколько людей, столько характеров, плюс отсутствие личного пространства может сказаться как минимум на вашем самочувствии. В общем, в зависимости от того, в какую семью вы попадете, вы можете столкнуться с разными трудностями. Но для одних вот эти трудности стают поводом ныть, жаловаться, упрекать и даже уехать, а для других это повод научиться простой жизни, научиться терпению и, конечно, научиться искать выход и стремиться к лучшему. Поэтому я выделила это все в один пункт, что в Алжире все-таки из-за определенных трудностей человек, если он правильно организуется, то он может научиться в плане воспитания, он может научиться многому. И пятый пункт – это как раз так и воспитание, но не простое, а именно исламское воспитание. Это последний пункт в моем списке, но не последний по значимости, он вообще первый для меня по значимости. Так как Алжир страна мусульманская, то здесь легко познакомиться и научиться культуре мусульман.
Конечно, всегда повторяю, что зависит от семьи, в которую попадете. Если вы попали к невоспитанным людям, получили какой-то негативный опыт, то это не значит, что такой ислам. Это значит, что вы попали к таким людям. А если же вы попали в хорошую семью, то вы увидите, что такое сплоченность, тесные родственные связи, уважение к старшим и отношение к женщине. И, возможно, уже всю свою оставшуюся жизнь вы будете сравнивать всех именно по тому опыту, который получите в Алжире. Ну а даже если вы не останетесь жить в Алжире, воспоминания будут с вами всю жизнь. Поэтому, приехав сюда, не теряйте возможность научиться новому и полезному, не ищите причины несчастья в других, старайтесь всегда улучшать себя. Какая бы ситуация там у вас ни произошла, смотрите, что вы можете для себя взять хорошего, чему вы можете научиться, что вы можете извлечь. Пишите, конспектируйте, чтобы ничего не забыть, чтобы можно было вот это все приобретенное как-то использовать дальше. Не просто прожить и забыть. Вот, друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк, расскажите, чему вы научились в мусульманских странах, в Алжире, чему научились, чему хотели бы научиться, будет очень интересно почитать. А я для вас уже подготовила другие видео, интересные, надеюсь, и буду делиться с вами, даст Бог. А от вас прошу только лайк, если вам понравилось видео. И желаю вам, друзья, того, что и себе желаю из добра. До новых встреч!